Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 27 мая по 2 июня. Уже лето на пороге. Время просто мчится. Мне казалось, был только где-то январь, начало года. Правда, не знаю, как вы, а я не успеваю за событиями этой жизни и всем происходящим. Ну ладно, мы идем дальше. И в нашем традиционном еженедельном прогнозе мы зададим такие вопросы, как что для вас будет актуально, с какими неожиданностями вы можете столкнуться, что скрыто, что вам будет помогать, и по основным сферам жизни. Итак, мои дорогие близнецы, 27 мая 26 как раз Юпитер, планета счастья, удачи, возможностей, меняет знак и входит в ваш первый дом гороскопа. С 27 мая вы уже в несколько других энергиях. И что же для вас будет важно знать на этой неделе? Давайте зададим такой вопрос. Неожиданности. Чего не избежать? Чему сейчас не время, как видят карты? Что может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. Что для вас в приоритете? Есть какая-то грустная история из прошлого, которая себе может напомнить. У кого-то банально документы нужно оформлять, какие-либо, да. Так бывает часто. Отношения закончились, все же у нас сердце. Сердце – это личная история, любовная может быть история. У кого-то буквально развод, может быть, остались дети, и нужно еще какие-то вопросы решить, как и по документам, так и по деньгам. Так вот это заштопанное сердце нам показано конкретно. Нас это не ранит, потому что опыт, он остался, он никуда не денется, нам об этом говорят. Но это сильная позиция, потому что нас как и ранить невозможно уже, так и нас и удивить невозможно по этой карте. Мы больше смотрим с позиции здорового равнодушия. Значит, есть какая-то история, которую нужно либо завершить, может быть, документально, или важный разговор вам придется с своим партнером, экс-партнером совершить, и тоже либо договоренности, или какие-то общие темы о себе могут напомнить на этой неделе. С другой стороны, карта говорит, ты не должен повторить какую-то прежнюю ошибку. Будьте внимательны. В неожиданностях. А в неожиданностях ностальгия может быть. В неожиданностях помощь может быть со стороны близких или людей. Ну, для кого-то просто как приятное общение, такое тоже проиграется. Или отношения на расстоянии. Может быть, какая-то как новость, известие. Или это часто нам помогают те люди, которые либо наши друзья, либо наши родственники. У кого-то из вас вопросы наследства с учетом тройки мечей, которые вот вы будете согласовывать или чем-то заниматься на этой неделе. Но в неожиданностях что-то хорошее, доброе вам вспоминается. И это, с одной стороны, греет душу, а с другой стороны, может быть, с учетом тройки мечей, сейчас не получается осуществить то, что вы хотели бы. Именно потому, что не все вопросы расставлены по местам, или не оформлены документы, или еще что-то не завершилось, а тянется из прошлого именно так. Чему сейчас не время? Самому себе устраивать путаницу. Нам показано, это двойка мечей, и девушка с повязкой на глазах. И, кстати, вороны в этой колоде. Тут добрые вороны и ворон, мудрый ворон имеется в виду. Вороны пытаются снять эту повязку с глаз, дабы она увидела какую-то реальность. Но в итоге они еще больше ей запутывают волосы, и создается такое впечатление, она находится как в паутине мыслей. Вот этому сейчас не время расставить все по местам. Отделить зерна от плевел, мои дорогие. Не время мечтать, вот как ни странно. Не время думать, что какая-то ситуация разберется сама. Не время топтаться на месте. Не время думать в надеждах, что как-то ситуация разрешится сама, или потом пройдет время, и вопрос как-то уйдет на нет. Нет, этого не произойдет.
вы должны сделать выбор и предпринимать последующие какие-то действия. Что же вам помогает? По карте Луна слушайте свою интуицию. С другой стороны, искусство мелких шагов. Потому что ошибку какую-то вы не должны повторить. С другой стороны, по карте Луна, вы знаете, мой дом, моя крепость. Вот по этой карте как раз и проигрываются вопросы дома, вопросы семьи. Вам буквально помогают ваши близкие, может быть, или тот человек, который вас любит. И мы сказали, как ностальгия, может быть, отношения на расстоянии, или вы уехали в командировку, обстоятельства так сложились. Вы общаться продолжаете, но это не означает какого-то тесного контакта. Тесного контакта с любимым человеком на этой неделе может и не быть. Именно с тем любимым, который на данный момент времени есть. И пока по аркану Луна, когда мы тоже где-то вспоминаем, как нам было хорошо. Или мы хотим изменить свою жизнь в сторону большего благополучия. И тогда карта говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. А пока искусство мелких шагов. Куда-то не торопись. Но и не сиди, как бы сложа руки. Выбор какой-то ты сделал или сделала. И дальше постепенно, не рискуя собой, предпринимай попытки к тому, чтобы какой-то вопрос, проблему разрешить. Что скрыто? Любовь. Вы можете скрывать любовь. У кого-то может проиграться любовный треугольник, мои дорогие близнецы. Что есть человек или есть одна ситуация, которая со знаком минус, и никак как-то вот не встанет еще по местам, может быть, в своих тонкостях, нюансах, в документах, повторяюсь. Но есть уже другая история любви, которая счастливая, добрая. И пока вы не закроете какой-то гештальт, вы не можете предаться счастью, радости, быть с любимым уже человеком. У кого-то конкретно вот так проигрывается по личной жизни. И тогда вы скрываете, тогда вы думаете, вот эта карта ностальгии. Тогда вы думаете, как обустроить дом свой. Может быть, вы ждете конкретного человека, приезда конкретного человека. У кого-то так может проиграться с учетом шестерки чаш и карты Луна. Есть ожидание, оно вам где-то помогает. Или то ожидание, когда не просто мы совсем вот бездействуем, а когда мы понимаем, что, может быть, вопрос какой-то вы должны решить. Но, как я уже говорила, постепенно, шаг за шагом. Слушайте свою интуицию, мои дорогие близнецы, и она у вас на этой неделе, скорее всего, будет работать очень хорошо. Дела, работа, бизнес. По пажу Пентаклей вопросы, связанные с детьми, у кого-то буквально и шестерка чаш может проиграться так, что это вы будете кому-то помогать. Может быть, ваш ребенок находится на расстоянии, не буквально с вами проживает, а где-то учится, и вам нужно будет решить вопрос, к примеру, по оплате. Или вы сами надумаете обучаться. И такое тоже может быть. Всегда по пажу Пентаклей мы ищем новые знания. У кого-то это новые знания могут касаться, когда я ищу, как в отношении меня работает закон. Или вы намереваетесь что-то сделать надежно, хорошо, на долгий период времени, и вам тоже нужно изучить что-то. По пажу Пентаклей это всегда какое-то начало. С другой стороны, вы можете чувствовать себя в каком-то вопросе или на работе, может быть, какая-то тема. Я не уверен в себе или не уверена. Мне действительно нужно пойти изучить что-то. Или для того, чтобы подняться по лестнице иерархии, мне действительно нужны курсы. И кто-то из вас буквально будет искать либо курсы, либо уже будет подготавливать себя к тому, что, может быть, через неделю вы на них пойдете и будете что-то изучать. Для кого-то из вас это вообще новое направление в деятельности, но по пажу Пентаклей мы все равно учимся. Поэтому есть те вопросы, которые вам нужно учесть или изучить. И это может касаться дела, работа, бизнес, либо ваша конкретная учеба, либо, если оформить документ, то все равно изучить досконально какой-то вопрос. Не повторить какую-то ошибку тоже будет важно. Финансы. Шестерка жезлов. Победа. И если вы ожидаете денег, значит деньги где-то, они уже у вас на этой неделе будут. Может быть, это гонорар.
У кого-то вопросы наследства, правда, или документы вы какие-то оформите, которые тоже касаются в конечном итоге финансов. И здесь победа, мне нечего добавить, поэтому какой-то ваш денежный вопрос решается более чем положительно. Дважды, трижды, 8 пентаклей и с учетом работы. Это карта профессионала и одновременно профессионального роста. Или пусть это вопросы какие-то вашего дома, места пребывания, когда вы делаете жилье более комфортным, чтобы оно мне помогало. Это то место, куда я прихожу отдыхать. Вы можете так рассуждать. И я сейчас хочу сделать максимально хорошо на долгий период времени. И тогда по карте Луна вы будете заниматься этим вопросом. 8 пентаклей. Она нам говорит, работай или делай то, что ты себе задумал, и у тебя все получится. Не устраивайте себе путаницу, вот это самое главное. Не корректируйте, чересчур свои планы. Тут может быть по двойке мечей, как у кого-то сомнения в последний момент, а у кого-то из вас, когда, как какой-то новый вариант внезапно появляется, и вам захочется его пробовать. Тогда по двойке мечей тоже мы должны избрать что-то одно. И хаос какой-то в свою жизнь, или искусственный какой-то момент создать для себя, когда вы вновь на выборе оказываетесь. Вот этому тоже сейчас не время. А если вот так уверенно, планомерно, посмотрите, какие замечательные карты, которые говорят, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Прекрасная неделя, и даже если есть то, что вас не устраивает, или есть какая-то путаница, может быть, в вашей жизни, все равно вы со всеми вопросами постепенно разбираетесь. И со временем все у вас, мои дорогие близнецы, встанет на свои места. И Юпитер вам в помощь. Кто знает, может быть, как раз кто-то из вас и на этой неделе закроет вот этот сложный вопрос. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.